Меня Александр зовут. Меня Виктор зовут. Очень приятно, Виктор. Смотрите, давайте вот для тех зрителей, кто нас будет в первый раз смотреть, я сейчас пару слов просто скажу, чтобы понимали, о чем мы будем разговаривать с вами, да, то есть почему мы с вами связались. Вот, уважаемые зрители, мы сегодня разговариваем о синтезите. Это биоактивный минерал, разработка 2019 года. Одно из главных свойств которой – это увеличение количества здоровых стволовых клеток. На сегодня насчитывается более 70 благоприятных эффектов применения синтезита относительно физического и психического здоровья. Вот, и наши покупатели, потребители синтезита, кто готов дать обратную связь о своих эффектах, мы с ними связываемся, и вот таким образом вот мы вот устраиваем такие небольшие передачи. Поэтому еще раз здравствуйте, прошу еще раз для всех представиться, сказать, откуда вы, может быть, сколько вам лет, как вы познакомились с синтезитом и какие результаты у вас есть. Меня зовут Виктор, мне 55 лет. Я из Татарстана, живу в деревне, рыбалкой занимаюсь. Узнал о синтезите из канала iSpeak. Потом Виктор Максименков еще. В общем, я уже 3 пропил курса. Какие результаты? У меня вот на пальце шишка была сантиметр на сантиметр где-то. И ничем не убиралась, перчатки не одевалась. Вот полностью рассосалась, даже следов не осталось. Ага. Виктор, скажите, пожалуйста, эта шишка была, это что за мозоль какая-то или что? Не знаю, я рыбачил, и, в общем, какая-то тухлая иголка от рыбы занозилась, и вот опухла, и года 3 она у меня была, я ничего не мог сделать с ней. Мясное, не, в общем, это как опухоль какая-то. Угу. И вот за месяц, за полтора она исчезла. Просто начала рассасываться и исчезла. Ну, ногти у меня сейчас крепкие стали. Тоже у меня тяжелая работа. Я по 5-6 часов на рыбалке в холодной воде. У меня крошились ногти. Сейчас они у меня красивые стали. Не знаю, мне нравится. И таких крепких у меня никогда не было. Ну, волосы. У меня вот здесь залысины были большие. Сейчас начали зарастать и чувствую, растут маленькие, черненькие. Потом у меня руки и ноги, я в Афганистане обморозил их, и как в холодную воду, там, ну, на морозе у меня руки болеть начинали. А сейчас кровь, что ли, циркулировать начала, я голыми руками могу рыбачить, у меня руки не мерзнут. Ну да, да, синтезит очень хорошо кровь разжижает и восстанавливает, в принципе, кроветворную систему полностью, поэтому, конечно, да. И работоспособность увеличилась. Раньше я мог, ну, в общем, раза в 2, наверное, точно увеличилась. У меня тяжелая работа, а тут я приходил с работы и валился с ног. Еще вот забыл, у меня до синтезита я ложился, физическая работа, и у меня судороги хватали, ноги, я вот скакивал и судорогу убирал. После практически первой капсулы у меня судороги исчезли. Все, нету. И усталости мышечной нету никакой. Хоть сколько работаю. После работы прихожу, еще на компьютере пару часов посижу. Все, в общем, бодрость такая, не знаю, помолодел я. Потом про себя рассказал. У меня отцу 89 лет. Он практически при смерти был. Я ему тоже... Сейчас он две упаковки уже выпил по одной капсуле. Но он, в общем, я с ним разговаривать не мог. Уже у него мысли куда-то путались. Сейчас с ним можно общаться нормально. Он ходит по 10 километров, гуляет. И волосы, он был полностью как одуванчик. Сейчас фотографий нету. У него белые волосы полностью, ни одного черного не было. Сейчас он наполовину черный, наполовину белый стал. Вообще как чудо. Через неделю уже чернеть начали волосы. И не новые расти, а именно седые волосы начали чернеть. Ну, интересно, вот, Виктор, с вашего позволения сделаю небольшое отступление. Какое? То, что вот у нас на самом деле много таких результатов, когда люди говорят, что волосы светлые начинают темнеть у людей. Их много, да, но
это не стопроцентный результат. То есть некоторые ждут, что сейчас вот они потемнеют, как бы, да, специально, может, для этого как-то вот думают, синтезит куплю, вот, но такого это как бы не стопроцентный результат. Вот то, что с кроветворением, с выносливостью, с быстрой регенерацией, когда в 2-3 раза быстрее органы заживают, кости срастаются быстрее, это все как бы вот в 100% случаях мы имеем, но вот седина это как бы под вопросом. Мы не знаем еще в чем разница, но не у 100% людей. Это я для наших зрителей говорю. Понятно. Ну, я у себя не сильно заметил. У меня и черный, и процент там не заметишь. А у него просто ярко был полностью белый, и вот это черное пошло. Угу. Это видно. Ну, потом я внукам начал давать. У меня 3 внука, 6, 5 и 3 года. Я им буквари купил, сталинские, и у них тяжело очень шло обучение. И вот я им одну капсулу на троих, как на вес, делю, по 20 килограмм они где-то весят. В общем, они уже сейчас букварь практически прошли. Раньше вот сидит перед буквами, ничего не может усвоить, не понимает, слова не складывает. А сейчас сами за мной бегают, давайте проверь меня, и уже букварь практически прошли. Вот 5 и 6 лет которым, они уже сейчас читают уже, начали стишки запоминать длинные быстро. У внука 6 лет, зубы пошли расти. И они у меня спортом занимаются. Я институт физкультуры закончил, и они у меня в деревне со мной живут. На стенках лазилки сделал, лазят. Где-то через неделю родители приехали и смотрят, откуда у него мышцы начали появляться. За неделю приема у них рельеф мышц начал в общем, буквально. Они сейчас не 15 у меня принимают всего. В общем, умственные способности повысились, запоминаемость улучшилась, и мышцы начали расти, крепнуть, и физические возможности. Потом еще у меня знакомый получил травму. Ему на ногу упал лист железа, где-то 200 килограмм, раздробил кисть, стопу всю. И он как инвалид полгода уже по больницам, то ему операции делают. Он мне фотографию показывал. Стопа гниет, косточку удалили уже из стопы. Думал, уже скоро отрезать ему будут. Я ему упаковку синтезита дал. Но он как-то воспринял, у него знакомые хирурги, там врачи, не знаем такого лекарства, что это такое, может не поможет, но я его заставил пить, он пьет, ничего не помогает, наоборот, говорит, ты говорил, энергия будет, а спать хочется. Я потом у вас посмотрел, оказывается, когда вот что-то залечивает, наоборот, вся энергия туда уходит, и этот человек спать хочет. В общем, он пропил курс, ходил он в огромных туфлях и очень сильно хромал. После курса у него приходит ко мне, не хромает, стоит больной ногой, колесо пинает машины. Даже не замечает. В общем, сейчас вот уже где-то полмесяца прошло, как он перестал пить, у него полностью не хромает, в обычной обуви ходит, все залечилось. И здоровый человек стал. А собирались ему стопу удалить. Ну, да. А он вам хотя бы спасибо сказал? Нет. Я молчу, как он воспринят, попросит он еще синтезит или что. Ну, в начале, первую неделю-полторы, я так дал ему, начал спрашивать результаты, он, да вот, что-то не помогает, у меня вялость. Я говорю, допей до конца. В общем, он допил и на ноги встал. У него все гангрена, у него опухоль, синюшность такая была. У меня на телефоне фотографию ноги показывал. Сейчас не показывал, надо было я могу потом как-нибудь его старую фотографию, она у него есть. И что стало потом сфотографировать, наверное, посмотреть. Это попозже, наверное. Да, буду благодарен, если предоставите такую фотографию. Это можно будет сделать. Но так, конечно, люди интересные, да, вот он, это нормальная ситуация, есть такое, что, знаете, они думают, что это не синтезит, а у них само это все прошло, и все так и должно было быть, так что вы не обижайтесь на человека, если что, вы то, что можно было сделать, сделали, а там уже, как говорится, на его совести все остальное.
Человеку 30 лет, если я ему с вашей помощью спас ногу, это уже зачтется. Хорошо, ладно. Ну супер, супер. А мужики-то на работе видят, как вы стали бодры, веселые и работоспособные? Ничего не говорят? Работаю как один, А, рыбак, в общем, в деревне, там уровень другой. Там поговорить даже не с кем. Алкоголики в основном там. Ну, в деревне спивается же. Вот. ну да, да. Ладно, хорошо, понятно. Вообще, интересные очень результаты. Конечно, было бы здорово и с вашим товарищем пообщаться по поводу его ноги. И с отцом было бы интересно, конечно, поговорить и с детьми, когда они подрастут уже. Но я думаю, что это, если в будущем будет возможно, то можно будет сделать. Вот. Традиционный вопрос иногда задаю нашим зрителям. На сколько лет вы себя сейчас ощущаете? Не знаю, около 30, наверное. Мгм. Ну, борода это, если я побреюсь, ну, я от пола 100 раз отжимаюсь. Ну, у меня физическая работа. Я всегда себя спортивно поддерживал, но под последнее время было очень тяжело что-то вот. А еще синтезит мне дал этот позитивное настроение постоянно, несмотря ни за что. Раньше, например, я если в город приеду, спокойно езжу, и меня кто-то подрежет, а у меня, я и водитель был, 2 миллиона километров наезд, водительский стаж. И я могу любого подрезать, наказать, а тут меня подрезает, я улыбаюсь ему, и он дальше едет. Меня, в общем, ничего не волнует. У меня всегда хорошее настроение после синтезита. Это, ну, я после Афганистана контуженный, как бы это, взрывной у меня этот. Если меня кто-то обидел, я сразу этот, отвечал. А сейчас у меня этого нету. Я Мгм. уверен в себе, в общем, все отпускаю. Если прямой угрозы мне нету, значит, это все хорошо. Никому не мщу, в общем, не знаю, вообще отлично себя чувствую насчет этого. Классно, Виктор. Ну вот очень интересно то, что получается, это же называется посттравматическое стрессовое расстройство, когда вот после военных действий остается вот, так сказать, негатив такой на всю жизнь. И получается, что вы смогли при помощи синтезита в том числе вот это как-то вот стабилизировать состояние, да, и не взрываться. Да, у меня где-то, ну, я в десантно-штурмовой бригаде разведчиком был, и постоянно, ну, 2 года провоевал, и постоянные контузии. Ну, в общем, я даже себя боялся, что если кто-то ко мне, этот, я могу ответить неадекватно, и что-нибудь, ну, в общем, физическая сила у меня огромная, и если нервы срываются, то ну, вот этого боялся. А сейчас я уверен в себе, я просто человеку улыбнусь, скажу, ну, в общем, и вот с помощью именно синтезита я уверен, что у меня нервное расстройство это прошло навсегда. Ну, я собираюсь, если надеюсь, что не закончится синтезит, всегда его принимать. И другим, конечно, советую. У меня сейчас дети тоже хотят, не знаю, сейчас у всех почему-то какое-то подавленное настроение, там масочный режим. Ко мне ну, в магазин здесь в городе захожу, оденьте маску, там еще что-нибудь. Я, ну, у меня внешность еще такая, улыбаюсь, начинаю с ними шутить, и ни маски, ничего, все улыбаться вокруг начинают. У меня такого раньше не было. Людям тоже настроение поднимает. Ну хорошо, хорошо. Хорошо, желаю вам дальнейшего рассвета ваших сил. Благодарю за такой замечательный, э, главное, что как бы обнадеживающий, я думаю, что многих людей отзыв о том, что можно в жизни что-то поменять, да, и не хмуриться понапрасну, как бы, да, а при помощи лишь небольшой, так сказать, таблеточки изменить гораздо многое. Ну и надо обратить внимание, что при этом, то есть, как говорит, на синтезит надейся, но сам не плашай. То есть нельзя просто как бы принимать его и думать, что сейчас вот все пройдет. То есть надо все равно и физическую активность сделать какую-то определенную, да, и настрой какой-то иметь, и воду чистую пить, и питание как-то вот сильно организм не засорять каким-то там курением, алкоголем и прочими вещами. И тогда все замечательно, и все будет хорошо. Ладно, спасибо большое еще раз. Вам спасибо огромное за то, что вы такой волшебный препарат. Считаю, что это вообще волшебство. Ну, это не мне, это нашему руководству, я обязательно передам. Спасибо, спасибо. Спасибо огромное вам.
Хорошо, все, спасибо, до свидания. До свидания. А Ирина рядом? Ирина! Ирина! Сейчас идет. Она тоже собирается пить. Она еще не пила, вначале не верила, сейчас изменения увидела. Давай, садись. Мгм. Поговорили. Ирин, ну все, спасибо большое за то, что связь организовали. Все было классно, Конечно. супер, очень интересное интервью. Интересно по детям, что потом будет дальше вот с детьми, потому что Виктор сказал, что там по чуть-чуть принимают синтезит. Вот, интересно, конечно, с отцом, как будет развитие событий, потому что лет уже много достаточно, и что будет дальше, тоже интересно. Привет! Ку-ку. Ку-ку. Это наш офис, смотри, видишь, какой большой? Вот, мы тут работаем. Сейчас уже никого нету, потому что у нас поздно. Мама. Ну вот, в общем-то, она и пьет 5 лет, и лучше читать начала свободнее. Ну вот это я заметила, в остальное пока, в принципе, и так дети здоровые, Вась. так что будем следить за Мгм. развитием событий. Ну хорошо, ладно, спасибо еще раз большое. Давайте. Приятно было свидания. познакомиться. Виктор, до свидания. Ребенок, пока. Ну, до свидания. Всё, свидания. До свидания.